Какое место на планете охраняется строже, чем зона 51? Вы думаете, это секретная военная база или бункер президента? На самом деле существуют локации, о которых власти молчат десятилетиями, где вооруженная охрана стреляет без предупреждения, а спутниковые снимки засекречены навсегда. Глубоко под землей Уральских гор скрывается город, который не найти ни на одной карте мира. Въезд туда контролируют 3 кольца безопасности, а периметр патрулируют спецподразделения с приказом применять оружие на поражение. Там работают тысячи людей, но их родственники не знают точного местонахождения. Даже пилоты гражданских самолетов обязаны облетать эту зону за сотни километров. Что же там прячут? Массивные двери из армированной стали способны выдержать прямое попадание ядерной боеголовки. На норвежском острове Шпицберген в вечной мерзлоте на глубине 130 метров находится хранилище, которое называют страховкой человечества. Внутри температура поддерживается на уровне минус 18 градусов круглый год, даже если полностью отключится электричество. Здесь хранятся более миллиона образцов семян со всей планеты. Каждый запечатан в специальные алюминиевые пакеты с 4-слойной защитой. Семена пшеницы из Сирии, риса из Японии, кукурузы из Мексики. Некоторые сорта уже исчезли с лица земли, но их копии лежат в этих стальных ящиках. Попасть внутрь практически невозможно. Охранная система включает биометрические сканеры, датчики движения и круглосуточное видеонаблюдение. Доступ имеют только 8 человек в мире. Даже премьер-министр Норвегии не может войти без специального разрешения Международного совета. В 2008-м сирийские ученые запросили образцы семян из хранилища впервые в истории. Война уничтожила их национальный банк семян в Алеппо. Это был единственный случай, когда хранилище открыли для выдачи материала. Вход в тоннель украшает странная светящаяся инсталляция из металлических стержней и зеркал. Ночью она видна за километры. Многие считают ее маяком для тех, кто переживет глобальную катастрофу. Художница, создавшая инсталляцию, назвала ее «Вечное отражение». Рядом со входом установлены датчики, отслеживающие малейшие изменения температуры скалы. Если порода начнет нагреваться, автоматическая система охлаждения включится мгновенно. Инженеры просчитали, что даже при полном таянии ледников вода не достигнет хранилища. Вход расположен на высоте 130 метров над уровнем моря. Каждая страна, отправившая семена, сохраняет на них право собственности. Норвегия лишь предоставляет место и обеспечивает безопасность. В хранилище есть семена, которым более 13 тысяч лет. Их нашли в древних захоронениях и успешно законсервировали. Но это далеко не самое закрытое место на планете. За стенами Ватикана в здании без окон лежат документы, которые могут переписать историю человечества. В 85 километров полог хранят письма, буллы и рукописи возрастом более 1000 лет. Чтобы пройти внутрь, нужно получить личное разрешение Папы Римского. В 1999 году исследователь из Франции запросил доступ к делу об отлучении Мартина Лютера. Ему отказали без объяснения причин. Через 15 лет другой историк попросил те же документы. Архивариус ответил, что такого дела не существует в каталоге. Внутри архива действуют жесткие правила. Запрещено фотографировать. Запрещено выносить любые записи без проверки. Каждый посетитель проходит через металлодетектор, а его вещи сканируют рентгеном. Камеры наблюдения установлены в каждом углу. Там хранится письмо Марии Стюарт, написанное за день до казни. Она просила папу благословить ее душу. Письмо написано дрожащим почерком, в некоторых местах чернила размыты слезами. Рядом лежит документ с печатью Чингисхана, предлагающий Ватикану союз против крестоносцев. В 2012-м папа Бенедикт открыл доступ к архивам времен Второй мировой войны. Историки обнаружили депеши о концлагерях, датированные 1942 годом. Ватикан знал о геноциде на 3 года раньше, чем признавал официально. Самый охраняемый отдел называется «Резерв». Туда не пускают вообще никого, кроме 4 кардиналов-архивариусов. Один из них в интервью 2007 года обмолвился, что там находятся документы, способные поколебать веру миллионов. После этого интервью его перевели на другую должность. В подвале архива стоят сейфы с кодовыми замками. Внутри них папирусы на языках, которые современные лингвисты не могут расшифровать. Некоторые рукописи написаны справа налево, другие содержат символы, не встречающиеся ни в одном известном алфавите. Температура в хранилищах поддерживается на уровне 19 градусов с точностью до половины градуса. Влажность строго 40%. Специальные фильтры очищают воздух от малейших частиц пыли. Каждый документ лежит в индивидуальной капсуле из бескислотного материала. В 2019-м архивы частично оцифровали. Но оцифровали менее 1% от всей коллекции. Остальные документы по-прежнему доступны только в физическом виде и только избранным исследователям. Среди монахов-архивариусов ходят легенды о Т-13 комнате, куда ведет замурованная дверь в самом старом крыле здания.
Официально такой комнаты не существует. В 33 километрах от побережья Бразилии лежит остров, куда военно-морской флот запрещает приближаться любым судам. Ильха до Кеймада-Гранди населяют змеи с такой концентрацией, что на каждый квадратный метр приходится до 5 особей. Их яд в 5 раз сильнее яда кобры и убивает человека за час. Золотистая копьеголовая гадюка живет только здесь и больше нигде на планете. Длина взрослой особи достигает 1,20 сантиметров. Эти змеи охотятся на птиц прямо в воздухе, выпрыгивая с веток и кусая жертву на лету. Яд действует настолько быстро, что птица падает замертво, не успев улететь. Последний смотритель маяка покинул остров в 1920-м. Его нашли мертвым в своей хижине с 30 следами укусов на теле. По официальной версии, змеи проникли через окно ночью. Местные рыбаки рассказывают другую историю. Смотритель пытался поймать несколько гадюк, чтобы продать их яд контрабандистам. Бразильский флот патрулирует воды вокруг острова круглосуточно. Каждое судно, приближающееся ближе, чем на 2 километра, получает предупреждение по радио. При повторном нарушении военные имеют право применить силу. В 2004-м катер с туристами попытался высадиться на берег. Патрульный корабль перехватил их в 300 метрах от суши. Капитана оштрафовали на сумму, эквивалентную $20 тысячам. Правительство выдает разрешение на посещение только ученым-герпетологам не чаще 1 раза в год. Группа не может превышать 5 человек. Каждый должен иметь противоядие и спутниковый телефон для экстренной связи. Вертолет медслужбы дежурит на материке весь период экспедиции. Один биолог в 2010 году описал свой визит. Он провел на острове 4 часа. За это время зафиксировал 72 змеи в радиусе 50 метров от места высадки. 3 гадюки заползли в его рюкзак, пока он делал замеры. Еще одна упала ему на плечо с дерева. Яд золотистой копьеголовой вызывает мгновенное разрушение тканей. Кожа вокруг укуса чернеет за минуты. Почки отказывают в течение получаса. Кровь перестает свертываться, начинаются внутренние кровотечения. Противоядие эффективно только в первые 20 минут после укуса. Браконьеры предлагают на черном рынке до $30 тысяч за живую особь. Коллекционеры экзотических животных и фармацевтические компании готовы платить любые деньги. В 2015-м береговая охрана задержала контрабандистов с 8 змеями в специальных контейнерах. 2 из 4 членов банды умерли от укусов еще до ареста. Ученые подсчитали, что популяция змей на острове составляет от 2 до 4 тысяч особей. Без естественных врагов они эволюционировали в суперхищников. Их яд стал смертоноснее, реакция быстрее, а агрессивность выше, чем у любых родственных видов на материке. Под горой Шайен в штате Колорадо находится комплекс, способный выдержать прямое попадание термоядерной боеголовки мощностью 30 мегатонн. Входные ворота весят 25 тонн каждый и закрываются за 45 секунд. Внутри тоннеля длиной 600 метров установлены взрывные заряды, которые обрушат скалу и запечатают комплекс навсегда, если враг попытается проникнуть внутри. Строительство началось в 1959 и обошлось в сумму, эквивалентную 8 миллиардам современных долларов. Рабочие вырубили гранитную породу на глубине 600 метров под землей. Все здания внутри установлены на гигантских пружинах высотой в человеческий рост. Эта система амортизации позволит персоналу выжить даже при землетрясении магнитудой 8 баллов. 15 зданий внутри горы полностью автономные. Собственные генераторы производят 6 мегаватт электроэнергии. Запасов топлива хватит на месяц непрерывной работы без пополнения. Система фильтрации воздуха удаляет радиоактивные частицы, биологические агенты и химическое оружие. Внутри можно прожить год в условиях ядерной зимы. Во время Холодной войны здесь дежурили 2000 военных круглосуточно. Они отслеживали каждый объект в воздушном пространстве Северной Америки. Экраны показывали траектории всех самолетов, спутников и ракет в режиме реального времени. В случае ядерного удара именно отсюда поступила бы команда на ответный запуск. В 2006-м комплекс официально перевели в резервный режим. Но охрана осталась, патрули продолжают обходить периметр, а системы жизнеобеспечения тестируют каждую неделю. Военные называют это холодным режимом готовности. Бункер могут активировать за 4 часа. Внутри до сих пор хранятся запасы продовольствия в герметичных контейнерах. Консервы, сухие пайки и питьевая вода в металлических бочках. В медицинском блоке лежат препараты от лучевой болезни, антибиотики, обезболивающие. Операционная оборудована всем необходимым для хирургии в полевых условиях. Бывший офицер, служивший здесь в 80-х, рассказывал про красную комнату. Помещение с терминалами запуска ядерного оружия. 2 офицера с ключами должны были повернуть их одновременно, находясь на расстоянии 3 метров друг от друга. Так исключалась возможность, что один человек запустит ракеты самостоятельно.
Каждый офицер проходил психологическую проверку раз в месяц. Система связи внутри комплекса защищена от электромагнитного импульса. После ядерного взрыва все гражданские линии связи перестанут работать, но отсюда можно будет дать команды военным базам по всему миру. Специальные кабели проложены через скалу на глубине, где их невозможно перерезать или подслушать. В 2018-м журналисты получили разрешение снять короткий репортаж внутри. Им показали столовую, спальные помещения и командный центр. Но в определенные зоны их не пустили даже с выключенными камерами. Офицер сопровождения объяснил, что некоторые системы остаются засекреченными спустя 60 лет после постройки. Остров Павелья в Венецианской лагуне закрыт для посещения с 1968 года. Итальянское правительство категорически отказывает в выдаче разрешений, а береговая охрана разворачивает лодки уже на подходе. Местные рыбаки обходят это место стороной и утверждают, что ночью оттуда доносятся крики. В XIV веке сюда свозили жертв бубонной чумы. Больных выгружали прямо на берег и оставляли умирать без воды и еды. Тела складывали в ямы и засыпали негашенной известью. Когда чума вернулась в 16 столетии, остров снова превратился в массовое кладбище. По подсчетам историков, здесь погребено более 160 тысяч человек. В 1922 на острове открыли психиатрическую больницу. Главный врач проводил эксперименты с лоботомией без анестезии. Он использовал молоток и долото, вбивая инструмент через глазницу прямо в мозг пациента. Медсестра, работавшая там в 30-х годах, позже свидетельствовала, что слышала, как доктор смеялся во время операций. В 1946-м этот врач якобы упал с колокольни больницы. Официальное заключение указало на самоубийство. Но санитар, нашедший тело, утверждал, что доктор был мертв еще до падения. На шее виднелись следы удушения. Больницу закрыли в 1968-м после серии необъяснимых происшествий. 3 пациентов умерли за одну ночь без видимых причин. Вскрытие показало остановку сердца у всех 3 в промежутке 15 минут. Персонал отказывался выходить на ночные смены, несколько медсестер уволились в один день. Здания больницы стоят заброшенные. Крыша провалилась в нескольких местах, стены покрылись плесенью, окна выбиты. Внутри остались железные кровати с ржавыми цепями, операционные столы с кожаными ремнями, каталки на колесиках. В подвале сохранились печи крематория. В 2004-м группа студентов-археологов нелегально высадилась на остров ночью. Они хотели снять документальный фильм. Через 2 часа один из студентов начал кричать и бросился в воду. Его вытащили с глубоким порезом на лице. Парень утверждал, что его ударил кто-то невидимый. Группа немедленно покинула остров, а отснятый материал пропал при невыясненных обстоятельствах. Правительство выставило остров на аукцион в 2014-м. Начальная цена составила 500 тысяч евро при условии, что покупатель восстановит здание за свой счет. Несмотря на низкую цену для венецианской недвижимости, покупателей не нашлось. Аукцион повторили в 2016-м, снизив цену до 100 тысяч евро. Опять никто не подал заявку. Почва острова на 50% состоит из человеческого пепла. Археологи взяли пробы грунта и обнаружили фрагменты костей на глубине до 3 метров. Растения здесь растут с аномальной скоростью, стволы деревьев искривлены, а листья имеют нехарактерный темный оттенок. Единственные, кто регулярно посещает Павелью, команда из муниципальной службы. Раз в квартал они проверяют, не разрушились ли здания окончательно. Их визиты длятся не дольше 30 минут, и они никогда не остаются после наступления темноты. В горах Колорадо, в заброшенной шахте на глубине 200 метров, компания хранит данные половины крупнейших корпораций мира. Бывшая железная шахта превратилась в подземный дата-центр площадью 6000 квадратных метров. Температура внутри постоянно держится на уровне 18 градусов без систем охлаждения. Сама скала регулирует климат. Вход охраняют вооруженные сотрудники частной военной компании круглосуточно. Биометрические сканеры проверяют сетчатку глаза, отпечатки пальцев и голос одновременно. Даже сотрудники с максимальным допуском не могут войти в серверные залы без сопровождения. Камеры с распознаванием лиц отслеживают каждое движение. Здесь лежат резервные копии финансовых транзакций крупнейших банков, медицинские карты миллионов пациентов, чертежи военной техники, исходный код программного обеспечения, которым пользуется треть населения планеты. Один из серверов содержит полную базу данных национальной системы распознавания лиц. Стены шахты облицованы специальным материалом, блокирующим любые радиосигналы. Внутри невозможно поймать сотовую связь, Wi-Fi или GPS. Единственный способ передать данные наружу — через защищенный кабель толщиной с человеческую руку, проложенный через километр скальной породы. В 2013-м хакерская группа попыталась взломать систему удаленно. Они потратили 8 месяцев, подбирая уязвимости в защите. Когда атака началась, серверы автоматически отключились от внешней сети за 3 секунды.
Хакеры получили доступ только к декоям, ложным данным, которые выглядели реальными. ФБР вычислила их местонахождение через эти же декои. Система резервного питания включает дизельные генераторы, способные работать 30 дней без дозаправки. Баки с топливом зарыты в скале на глубине 50 метров. Если генераторы откажут, батареи обеспечат работу еще 12 часов. За это время автоматическая система скопирует критические данные на изолированные накопители и опечатает их в сейфах. Сотрудник службы безопасности в интервью 2017 года рассказал о протоколе стирания. Если кто-то попытается захватить объект силой, серверы получат команду на полное уничтожение данных. Процесс занимает 90 секунд. После этого включатся электромагниты, которые окончательно размагнитят все носители. Внутри шахты поддерживается давление выше атмосферного. Это предотвращает проникновение пыли, влаги и газов снаружи. Воздух проходит через 7 ступеней фильтрации. Даже вирусы и бактерии не могут попасть внутрь. Один из клиентов хранит здесь образцы ДНК редких животных в цифровом виде. В серверном зале номер 7 стоят стойки без опознавательных знаков. Охранники называют его правительственной секцией. Туда не пускают даже технических специалистов дата-центра. Обслуживание проводят люди в штатском, которые приезжают на вертолетах без номеров. Компания предлагает услугу катастрофического восстановления. Если клиент потеряет все данные в результате стихийного бедствия или атаки, команда из 20 инженеров вылетит к нему в течение 4 часов. Они восстановят критическую инфраструктуру за сутки. Стоимость услуги – $1 миллион в год, только за право воспользоваться ей в случае необходимости. Шахта выдержит землетрясение магнитудой 9 баллов. Инженеры просчитали, что даже прямое попадание авиабомбы весом 2 тонны не пробьет 200 метров скалы над серверами. Ближайший аэропорт находится в 100 километрах, а зона вокруг объекта закрыта для полетов. Под улицами Москвы на глубине 200 метров существует вторая система метро, о которой официальные власти не говорят ни слова. 4 линии общей протяженностью 200 километров связывают Кремль с секретными бункерами за пределами города. Строительство началось при Сталине в 1947 и продолжается до сих пор. Исследующие подземелья Москвы случайно наткнулись на замурованный тоннель в 2003 году. За кирпичной кладкой обнаружился коридор шириной 6 метров с рельсами нестандартной колеи. Стены облицованы гранитными плитами, на потолке герметичные люки с колесами, как на подводных лодках. Группа прошла 300 метров вглубь, пока не наткнулась на стальную дверь. Рядом с ней мигала красная лампочка. Система была под напряжением. Они развернулись, а через неделю этот вход залили бетоном. Бывший инженер метростроя рассказал перед смертью в 2012-м, что работал на объекте Д-6. Его бригада прокладывала тоннель от центра к подмосковному Раменскому. Рабочих привозили с завязанными глазами на закрытых грузовиках. Смены длились по 12 часов, спали в подземных казармах. За 3 года он ни разу не видел дневного света. Когда участок закончили, всех отправили работать на Дальний Восток. Документов о службе в Москве в их трудовых книжках не было. Один из тоннелей ведет к огромному подземному городу под Раменками. Там могут жить до 15 тысяч человек в течение полугода без выхода на поверхность. Склады продовольствия, артезианские скважины, система очистки воздуха, госпиталь на 300 коек. Электричество вырабатывают подземные генераторы, работающие на ядерном реакторе малой мощности. В 2009-м строители обычного метро пробили стену и попали в чужой тоннель. Их немедленно окружили люди в форме без опознавательных знаков. Рабочих продержали в закрытом помещении 6 часов, отобрали телефоны, заставили подписать бумаги о неразглашении. Начальник участка получил приказ немедленно заделать пробоину и забыть об инциденте. Через месяц его перевели на другой объект. Станция «Университет» обычного метро имеет странную особенность. Поезда иногда задерживаются в тоннеле перед ней на 3-4 минуты без объяснения причин. Машинисты говорят, что в этом месте рядом проходит служебная ветка, и нужно ждать, пока встречный состав проедет. Но на схеме метро никаких служебных путей там нет. Система вентиляции обычного метро соединена с секретными тоннелями. Диггеры находили решетки, из которых дует такой сильный поток воздуха, что туда невозможно войти. Воздух теплый и пахнет машинным маслом. Один исследователь прикрепил к решетке диктофон и оставил на сутки. На записи слышен грохот поезда, проезжающего каждые 40 минут. Но рядом нет ни одной действующей линии метро. Спутниковые снимки показывают странные провалы грунта по прямой линии от центра Москвы к аэропорту Внуково. Расстояние между провалами ровно 200 метров, стандартный шаг вентиляционных шахт при строительстве глубоких тоннелей. Официально там проходит коллектор теплосети. Но диаметр провалов указывает на сооружение гораздо большего размера. Охранник одного из правительственных зданий видел, как ночью к служебному входу подъехал состав из 4 вагонов. Люди в деловых костюмах вышли прямо из подземного тоннеля и прошли в здание. Через час они вернулись, и состав уехал обратно.
Это был необычный поезд метро. Вагоны были серого цвета без окон, бесшумные. В Пхеньяне существует организация без официального адреса и вывески на двери. Комната 39 контролирует секретные финансовые операции Северной Кореи на сумму более 5 миллиардов долларов ежегодно. Только 3 человека в мире знают полный список ее активов, и все трое – члены семьи Ким. Отдел занимается торговлей оружием, наркотиками, фальшивыми долларами и контрабандой золота. В 2007-м дипломат КНДР попался в аэропорту Каира с чемоданом, набитым 100-долларовыми купюрами. Экспертиза показала, что это суперподделки. Отличить от настоящих можно только в лаборатории. Дипломата выпустили через 2 часа из-за иммунитета. Чемодан вернули. Бывший сотрудник комнаты, сбежавший в Южную Корею в 2014-м, рассказал о фабрике в горах близ Вонсана. Там печатают 100-долларовые купюры на оборудовании, украденном из швейцарской компании. Качество настолько высокое, что Федеральная резервная система США трижды меняла дизайн долларов специально из-за северокорейских подделок. Рабочие фабрики живут в закрытом городке и никогда не покидают его. Их семьи содержатся отдельно как гарантия лояльности. Через подставные компании в Китае комната 39 продает оружие африканским диктаторам. Ракетные комплексы, автоматы Калашникова, боеприпасы. Груз маркируют как сельскохозяйственное оборудование или запчасти для техники. В 2012-м панамские власти задержали корабль с кубинским сахаром. Под мешками обнаружили 2 истребителя МиГ в разобранном виде и 300 ящиков боеголовок. Северокорейские моряки пытались затопить судно, когда поняли, что их остановят. Организация владеет ресторанами в 20 странах. Официантки – специально обученные девушки из Пхеньяна, работающие по контракту на 3 года. Они не имеют права общаться с местными жителями, живут в закрытом общежитии, их паспорта хранятся у менеджера. Каждый ресторан перечисляет до 100 тысяч долларов в год напрямую в комнату 39. В 2016-м 13 официанток из китайского филиала сбежали в Южную Корею. Их семьи в Северной Корее отправили в лагеря. Отдел контролирует нелегальную добычу золота в провинции Хвирен. Рабочие трудятся в шахтах без техники безопасности. Обвалы случаются каждый месяц. Удивительно, как далеко может завести секретная работа. Если вам интересны такие истории, как эта, загляните на наш сайт White Ori. Там много чего интересного. Ссылку ищите в описании, не упустите шанс узнать больше. Золото переплавляют в слитки без маркировки и вывозят через китайскую границу в грузовиках с двойным дном. Один слиток весом килограмм стоит 60 тысяч долларов на черном рынке. Так какое же место на планете охраняется строже зоны 51? Ответ прост. Те, о существовании которых вы даже не подозревали. Пока туристы фотографируют запрещающие знаки у американской военной базы, настоящие секреты спрятаны там, где их никто не ищет. Под вашими ногами, за обычными дверями, на островах без названия. Комната 39 даже не скрывается. У нее просто нет адреса на картах. Бункер под Москвой замаскирован под обычное метро. Хранилище данных выглядит как заброшенная шахта. Самые охраняемые места в мире – те, куда вы даже не попытаетесь пройти, потому что не знаете об их существовании.